Есть на карте такие глухие края, где солнце не просто светит, а буквально плавит рассудок, превращая окружающий мир в дрожащее марево. И плато Устюрт в разгар июльского дня – это именно такая раскаленная сковородка между двумя странами, где на сотни километров нет ни капли воды, ни тени, ни единой живой души. Я знал эту трассу наизусть, исколесив ее вдоль и поперек за 10 лет работы, но каждый раз, попадая в это пекло, чувствовал, как внутри нарастает липкая тревога. Ведь здесь, в зоне полного радиомолчания, закон — это лишь слово из учебника, а помощь ждать неоткуда. Был полдень. Кондиционер в кабине надрывно гудел, сражаясь с 40-градусной жарой, а монотонная серая лента асфальта убаюкивала бдительность, создавая ложное ощущение, что я один во всей вселенной. Внезапно, сквозь густую пыльную дымку, я заметил странный блеск металла метрах в 200 от обочины, где по определению не должно быть ничего, кроме сухой колючки и камней. Любопытство — опасная штука для дальнобойщика, но я инстинктивно убрал ногу с педали газа и присмотрелся. В степи стояли две машины, уткнувшись друг в друга носами: массивный черный внедорожник и старенький белый седан. Возле них суетились три мужские фигуры, и то, чем они занимались, заставило меня мгновенно забыть про усталость. Двое крепких парней с натугой перетаскивали из багажника джипа что-то длинное и бесформенное, плотно замотанное в темную пленку. Их спины неестественно прогибались под тяжестью этой ноши, и в голове сразу мелькнула страшная догадка. Так не грузят ковры или стройматериалы, так прячут следы чего-то непоправимого. Я уже хотел вдавить газ в пол и пролететь мимо, сделав вид, что ослеп, но в ту же секунду третий мужчина, наблюдавший за процессом, резко вскинул руку с сжатым в ней темным предметом, и даже сквозь шум мотора я увидел, как после беззвучного хлопка один из носильщиков мешком рухнул в пыль. Меня словно током ударило. Прямо средь бела дня я стал свидетелем жестокой расправы, но настоящий ужас сковал меня мгновением позже, когда стрелявший медленно повернул голову в сторону трассы, и наши взгляды встретились. В ту же секунду ледяной ужас пронзил меня с головы до пят. Я, словно ошпаренный, ударил по педали газа, пытаясь выжать из тяжелой машины все, на что она была способна. Мой старый тягач взревел, как раненый зверь, и мучительно медленно начал набирать скорость. Ведь груженная фура — это не гоночный болид. Ей требуется целая вечность, чтобы разогнаться. Но я не мог ждать ни мгновения. Я судорожно вцепился в руль так, что костяшки пальцев побелели, а взгляд метался между дорогой и боковым зеркалом, в котором отражалась пугающая картина. Люди в степи бросили свое темное занятие и мгновенно прыгнули в черный внедорожник. Они прекрасно понимали, что оставлять лишнего свидетеля в такой ситуации — это непростительная ошибка. И теперь моя судьба зависела только от того, насколько быстро я смогу добраться до людного места. Джип сорвался с места, подняв огромный столб пыли. И я почувствовал, как сердце колотится где-то в горле, мешая дышать. Ведь я понимал, что стал мишенью в тире. Дорога на плато Устюрт в этом месте была ужасной. Глубокие колеи и ямы сменяли друг друга, и на такой скорости кабину трясло так, что казалось, она сейчас просто отвалится от рамы. Но я не смел убирать ногу с газа. Каждая секунда промедления могла стать фатальной. Ведь я увидел то, что предназначалось только для безмолвных песков пустыни, и эти люди явно не собирались отпускать меня просто так. Я летел вперед, нарушая все законы здравого смысла, а в зеркале заднего вида зловещая черная точка становилась все крупнее, превращаясь в хищную тень, которая неумолимо сокращала дистанцию. Это была настоящая гонка на выживание, где у меня практически не было шансов уйти от мощного скоростного автомобиля на прямой трассе, и отчаяние начало накрывать меня с головой. Я молился, чтобы навстречу попалась хоть одна машина, хоть какой-то свидетель, который мог бы спугнуть преследователей. Но горизонт был пуст и чист. Внезапно рация, которая молчала последние 3 часа, ожила, захрипела сквозь помехи, и из динамика раздался спокойный, уверенный голос, который заставил меня похолодеть еще сильнее, потому что он обращался не в общий эфир, а конкретно к моей машине.
«Водитель, не делай глупостей, прижмишь к обочине, мы все равно тебя достанем». Этот спокойный, абсолютно лишенный эмоций голос, внезапно прозвучавший в кабине, заставил мои волосы встать дыбом. Ведь преследователи знали мою чистоту и были уверены в своей безнаказанности. Но вместо ответа я просто вырвал витой провод рации, чтобы заглушить этот источник паники. Теперь началась настоящая безумная гонка с тенью, где ставкой была моя свобода и возможность вернуться домой. И я гнал свой тяжелый грузовик по разбитому асфальту так, словно участвовал в ралли, совершенно не жалея ни резины, ни подвески, которая жалобно скрипела и лязгала на каждой глубокой яме. Пыль за кормой стояла плотным столбом, закрывая обзор, и я не мог точно разглядеть в зеркалах, продолжается ли погоня. Но спиной я физически чувствовал тяжелый сверлящий взгляд тех людей из черного джипа, которые явно не привыкли оставлять свидетелей своих темных дел в живых. Дорога казалась бесконечной полосой препятствий, руль вырывался из потных ладоней, и каждую секунду я ждал удара в задний бампер или звука выстрела по колесам. Но, к моему огромному счастью, горизонт наконец-то начал меняться, и впереди в дрожащем мареве показались спасительные очертания промышленных труб и невысоких зданий города Кунград. Это был мой единственный реальный шанс, ведь я рассудил, что в городе, на виду у сотен людей, преступники не посмеют действовать так нагло и открыто, как в пустой дикой степи. Поэтому я влетел в населенный пункт, практически не сбавляя хода и распугивая пронзительным сигналом редкие легковушки и пешеходов. Я прекрасно понимал, что пытаться спрятаться в узких переулках с огромной 40-футовой фурой – это бессмысленная и провальная затея, поэтому принял единственное верное, как мне тогда казалось, решение и направил машину прямо к центральному зданию районного отдела внутренних дел, надеясь найти надежную защиту у представителей закона. Грузовик с визгом затормозил у самых ворот, едва не снеся полосатый шлагбаум, и я, мокрый от напряжения, буквально вывалился из кабины, даже не заглушив мотор, и бросился к дверям дежурной части, спотыкаясь на ватных ногах. Внутри пахло старой бумагой и дешевым табаком. За мутным стеклом сидел сонный сержант, который лениво посмотрел на меня, но когда я, глотая слова и заикаясь от волнения, начал рассказывать про увиденное в степи и назвал приметы того самого черного джипа, его сон как рукой сняло. Он мгновенно побледнел, судорожно схватил трубку телефона внутренней связи и, не сводя с меня испуганных и широко раскрытых глаз, быстро прошептал кому-то на том конце провода фразу, от которой мне стало совсем не по себе. Сержант резко захлопнул мутное стеклянное окошко прямо перед моим носом и жестом приказал сесть на ободранную деревянную лавку, прикованную цепью к батарее. И в этой гнетущей тишине районного отдела, где пахло пылью и старыми делами, я вдруг почувствовал себя не спасенным свидетелем, а загнанным зверем в клетке. Минуты тянулись мучительно долго, словно густая смола, и каждый скрип половиц заставлял меня вздрагивать. Но вскоре тяжелая железная дверь с грохотом распахнулась, и в помещение быстрым шагом вошел высокий, широкоплечий человек, от которого за версту веяло властью и силой. Это был капитан Азиз, начальник уголовного розыска, и он совершенно не походил на кабинетного работника. Обветренное жесткое лицо, цепкий, пронизывающий взгляд и мозолистые руки говорили о том, что этот человек привык решать вопросы не бумагами, а действием. Он не стал тратить время на приветствия или пустые формальности, а сразу же сел напротив, закурил дешевую сигарету и попросил меня повторить все увиденное в мельчайших подробностях, не упуская ни одной детали. Я снова, запинаясь от волнения, рассказал про раскаленную степь, про две машины, стоящие нос к носу, и про ту страшную сцену, финал которой мне не посчастливилось увидеть. И пока я говорил, лицо капитана оставалось непроницаемым, словно высеченным из камня. Однако, когда я описал тот самый черный внедорожник и упомянул особую примету, странную наклейку на заднем стекле в виде скорпиона, глаза Азиза вдруг хищно сверкнули, и он многозначительно переглянулся с дежурным, словно услышал именно то, что так долго ждал.
Выяснилось, что местная полиция уже полгода безуспешно гоняется за дерзкой группировкой контрабандистов, которые держат в страхе всю трассу и бесследно исчезают в пустыне, не оставляя никаких улик. И я стал единственным человеком, который видел их лица и смог уйти целым. Азиз тяжело вздохнул, потушил сигарету и, глядя мне прямо в глаза, сказал то, что мгновенно разрушило мои надежды на быстрый отъезд домой. По его словам, я не просто свидетель случайного конфликта, а ключевая фигура в большой игре. И если те люди видели мой номер, то теперь они не остановятся, пока не найдут меня, даже если я уеду на край света. Поэтому просто так отпустить меня он не имеет права. Поймите правильно, Антон, я не пытаюсь вас запугать. Я просто обрисовываю реальное положение дел. Голос капитана Азиза стал тихим и вкрадчивым, но от этого по спине пробежал еще более сильный холод, чем от его крика. Он объяснил, что группировка, невольным свидетелем действий которой я стал, имеет связи везде, от придорожных кафе до высоких кабинетов, и мой номерной знак для них – это как красная тряпка для быка, по которой они вычислят мой маршрут за 2 звонка. Вы для них теперь опасная улика, лишнее звено, которое нужно срочно устранить. И поверьте моему опыту, они не остановятся ни перед чем, чтобы обеспечить себе тишину, продолжал он, выпуская кольца сизого дыма в потолок. И каждое его слово рушило мою надежду на спокойное возвращение домой. Азиз встал, нервно прошелся по тесному кабинету, а потом резко развернулся и предложил сделку, от которой у меня пересохло в горле. Полиция гарантирует мне полную круглосуточную охрану и сопровождение до самой границы, но взамен я должен сделать для них одну очень важную вещь, став их глазами. Им нужен был не сухой бумажный протокол, который легко потерять в архиве, а живой человек, способный прямо на месте показать точку в степи и, самое главное, уверенно опознать тот самый внедорожник и лица людей, если нам повезет их перехватить по горячим следам. Мы охотимся за этими призраками уже целый год, но они всегда уходят, словно растворяются в раскаленном воздухе, и вы — наш единственный реальный шанс прижать их к стенке. Это настоящий подарок судьбы. Жестко отчеканил следователь, глядя на меня так, будто я уже был частью его оперативной группы. Я хотел возразить, закричать, что я простой водитель, а не герой детектива, и что меня ждут дома живым и здоровым, но Азиз словно прочитал мои мысли и опередил меня, не дав даже открыть рот. Он наклонился над столом, его лицо оказалось совсем близко, и он тихо произнес фразу, которая окончательно отрезала мне все пути к отступлению. «Ты не можешь просто уехать, брат, потому что они уже знают, что ты зашел в этот кабинет, и прямо сейчас напротив ворот отдела стоит их человек и ждет, когда ты выйдешь один». Слова капитана про наблюдателя у ворот подействовали отрезвляюще, словно звонкая пощечина, и я, стараясь не делать резких движений, осторожно выглянул сквозь пыльные жалюзи на раскаленную улицу. Действительно, на противоположной стороне, в густой тени старой развесистой чинары, стояла неприметная серая легковушка с глухой тонировкой. И хотя ее двигатель был заглушен, я нутром почуял, что внутри сидят те самые люди, которые терпеливо ждут моего выхода, чтобы закончить начатое в степи. Выбора у меня попросту не оставалось. Покинуть спасительные стены участка в одиночку означало добровольно пойти на фатальный риск, а сидеть здесь вечно я не мог, ведь дома ждала семья. Поэтому я с тяжелым сердцем посмотрел на Азиза и медленно кивнул, принимая эти навязанные и опасные правила игры. «Вот это мужской разговор, брат. Помоги нам очистить трассу, и я лично провожу тебя до самой границы с мигалками». Капитан заметно расслабился, его жесткое лицо разгладилось, и он тут же начал отдавать отрывистые приказы, запуская маховик операции. План был прост, но от этого не менее тревожен.
Я должен был вернуться за руль своего тягача и выехать на маршрут, якобы продолжая рейс, чтобы показать точное место утреннего инцидента. Но теперь в тесной кабине я буду не один, а под прикрытием. Дверь снова скрипнула, и в кабинет бесшумно вошел молодой жилистый парень в обычной гражданской одежде. Потертые джинсы, простая футболка и бейсболка. На вид совсем зеленый студент, но его холодный оценивающий взгляд выдавал опытного оперативника, привыкшего к жесткой работе в полевых условиях. «Знакомься, это лейтенант Рустам. По легенде, твой сменщик-стажер, которого ты подобрал на выезде, чтобы не уснуть». Представил его Азиз, и парень молча кивнул мне, незаметно поправив край своей легкой ветровки, под которой отчетливо угадывались очертания табельного оружия. Мышцы мои были напряжены до предела, но присутствие вооруженного профессионала немного успокаивало. Однако, когда мы вышли на залитый солнцем двор к моей огромной фуре, Рустам вдруг резко остановил меня у самой подножки, цепко схватил за локоть и, не меняясь в лице, тихо, чтобы не услышали посторонние, прошептал мне на ухо то, что заставило меня снова усомниться в безопасности всей этой затеи. «Не смотри на ту машину у ворот. Веди себя естественно. Улыбайся, как будто мы старые приятели», – прошипел Рустам. И мы, громко хлопнув тяжелыми дверями, забрались в высокую кабину. Я повернул ключ зажигания, дизель отозвался привычным рокотом, и мы медленно выкатились на раскаленный асфальт, оставив позади серые стены отдела. Мы ехали молча. Напряжение внутри было таким плотным, что его можно было резать ножом. Но вскоре впереди показался тот самый злополучный съезд в глухую степь. «Здесь», — коротко бросил я, останавливая тягач ровно на том месте, где еще утром разыгралась драма. Рустам тут же выскочил наружу и, пригибаясь к земле, начал внимательно изучать сухую, потрескавшуюся почву, и долго искать подтверждение моим словам не пришлось. На пыльной поверхности четко отпечатались глубокие следы широких протекторов внедорожника, а в пожухлой траве тускло блеснули две стреляные гильзы, которые стали неопровержимым доказательством того, что мне ничего не привиделось. Через 10 минут к нам присоединилась гражданская машина с людьми Азиза. Они начали фиксировать следы, и я на секунду выдохнул, чувствуя, как гора свалилась с плеч. Ведь теперь это была официальная работа профессионалов. Однако мое спокойствие испарилось мгновенно, стоило мне вернуться в кабину и бросить случайный взгляд на моего напарника. Рустам, который должен был следить за периметром, вжался в пассажирское кресло и, спрятав телефон глубоко под приборную панель, с бешеной скоростью набирал какое-то сообщение. При этом его лицо было бледным, а глаза бегали из стороны в сторону, словно он боялся, что его действия заметит не враг, а его собственный начальник, стоявший на улице. Рация в кабине резко ожила, заставив меня вздрогнуть, и сквозь треск помех прорвался властный голос капитана Азиза, который звучал так, словно он отдавал приказ перед решающим боем. «Слушай внимательно, Антон, времени на споры нет», — отчеканил он, и каждое его слово падало в тишину кабины, как тяжелый камень. «Мы закончили осмотр на месте. Следы есть, но для суда этого мало. Нам нужны сами исполнители, причем с поличным, поэтому мы меняем тактику». План, который озвучил следователь, был простым до гениальности и безумным до дрожи в коленях. Полиция намеренно пустила слух через своих информаторов, что водитель той самой фуры не просто мельком видел машины, а отлично запомнил лица нападавших и везет видеозапись с регистратора прямо в прокуратуру. «Ты теперь не просто свидетель, ты живая наживка, брат», — без тени сочувствия произнес Азиз. «Ты поедешь дальше по маршруту в сторону города, а они обязательно попытаются тебя перехватить, чтобы убрать угрозу. И вот тогда мы, следуя за тобой в слепой зоне, захлопнем капкан». У меня перехватило дыхание от возмущения, ведь меня использовали в темную, превратив в мишень для опасных людей без моего согласия. Но Рустам, сидевший рядом, лишь молча проверил предохранитель на своем оружии под курткой и кивнул мне,
давая понять, что выбора все равно нет и назад дороги не существует. Я включил передачу, и многотонная машина, гудя дизелем, медленно выползла на трассу, превращаясь в одинокий корабль в океане враждебной степи, где каждый километр мог стать последним. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая горизонт в тревожные багровые тона, и напряжение росло с каждой минутой, пока мои глаза, привыкшие сканировать дорогу, не заметили в зеркале заднего вида нечто пугающее. Далеко позади, словно призрак, появился силуэт автомобиля, который держал дистанцию, не обгонял и не отставал, и, судя по хищным очертаниям фар, это была вовсе не обещанная группа прикрытия. Дорога до Нукуса превратилась в изощренную пытку, где каждая минута тянулась словно час. А рация, которая обычно трещит голосами коллег, сейчас хранила зловещее молчание, будто вся степь затаила дыхание в ожидании развязки. Рустам, мой вынужденный напарник, сидел рядом неподвижно, как каменное изваяние. Но я боковым зрением видел, как его пальцы нервно барабанят по колену, а глаза непрерывно сканируют обочину и встречную полосу, выискивая угрозу в каждом движении теней. Слушай внимательно, Антон. Если нас начнут прижимать или подрезать, не вздумай останавливаться. Бей бортом, дави на газ, но двери не открывай ни при каких обстоятельствах. Сейчас эта кабина твоя единственная крепость. Сухо проинструктировал он меня, не поворачивая головы. И от этих простых, но жестких слов у меня окончательно пересохло в горле. Встречных машин было ничтожно мало, но каждый раз, когда вдали появлялись фары, сердце предательски пропускало удар, ведь я не знал, кто мчится нам навстречу, случайный путник или те, кто пришел забрать нежелательного свидетеля. Сумерки стремительно сгущались, окрашивая все вокруг в серые безжизненные тона. И мы подъезжали к старой придорожной чайхане, где обычно останавливаются дальнобойщики, чтобы перекусить и остыть. Но сегодня парковка перед ней выглядела пугающе пустой. Я уже собирался пролететь мимо, не снижая скорости, как вдруг мой взгляд, привыкший замечать детали, зацепился за одинокий автомобиль, припаркованный в глубокой тени навеса, чуть в стороне от входа. Это был белый седан, старый, побитый жизнью, с характерной глубокой вмятиной на заднем левом крыле, и меня словно мощным разрядом тока ударило. Именно в багажник этой машины сегодня днем грузили то страшное содержимое, и именно возле нее прозвучал тот роковой хлопок. Я инстинктивно убрал ногу с педали газа, чувствуя, как холодный пот течет по спине, и, указывая дрожащим пальцем на неприметную легковушку, хрипло прошептал Рустаму то, что стало точкой невозврата. «Это она! Я узнаю ее из тысячи!» Рустам мгновенно среагировал на мой шепот. Его рука молниеносно метнулась к рации, и, не отрывая напряженного взгляда от белого седана, он четко и сухо произнес в эфир короткую команду. «Вижу объект. Работаем». В ту же секунду сонная и ленивая атмосфера у придорожной чайханы взорвалась, словно пороховая бочка, и из самых обычных неприметных легковушек, стоявших в тени деревьев, одновременно выскочили крепкие люди в штатском, но с оружием наперевес и в тяжелых бронежилетах. Оказалось, группа захвата капитана Азиза все это время незримо сопровождала нас, мастерски растворившись в редком потоке транспорта, и теперь стальной капкан захлопнулся с оглушительным лязгом прямо на моих глазах. Я сидел в своей высокой кабине, словно в безопасной ложе театра, и, затаив дыхание, наблюдал, как бойцы спецназа выбивают хлипкие двери заведения, а уже через мгновение на пыльный асфальт перед входом жестко укладывают лицом вниз двоих мужчин, тех самых, что днем так хладнокровно орудовали в степи. Все произошло настолько стремительно, что задержанные даже не успели оказать никакого сопротивления. Их руки профессионально заломили за спину, и сухой холодный щелчок наручников поставил жирную точку в этой опасной погоне. Меня буквально захлестнула волна бешеного адреналина и невероятной гордости, ведь я, самый обычный работяга-дальнобойщик, не испугался, не сбежал как трус, а реально помог обезвредить опасную банду, и теперь справедливость наконец-то восторжествовала благодаря моей решительности.
Полицейские рывком подняли задержанных с земли, отряхивая их от пыли, чтобы вести к подъехавшему служебному фургону. И в ярком свете уличного фонаря я смог гораздо лучше разглядеть их фигуры. Но то, что я увидел в эту секунду, заставило мою победную улыбку медленно сползти с лица и смениться недоумением. Эти люди совершенно не были похожи на типичных грязных степных уголовников. Их движения, даже в наручниках, оставались слишком собранными и четкими. В глазах вместо животного страха читалось ледяное спокойствие и презрение. А на ногах у одного из них я заметил не дешевые китайские кроссовки, а дорогие, качественные тактические ботинки иностранного производства, которые обычно носят вовсе не бандиты с большой дороги, а бойцы элитных спецподразделений. Полицейские рывком подняли задержанных с земли, отряхивая их от пыли, чтобы вести к подъехавшему служебному фургону. И в ярком свете уличного фонаря я смог гораздо лучше разглядеть их фигуры. Но то, что я увидел в эту секунду, заставило мою победную улыбку медленно сползти с лица и смениться недоумением. Эти люди совершенно не были похожи на типичных грязных степных уголовников. Их движения, даже в наручниках, оставались слишком собранными и четкими. В глазах вместо животного страха читалось ледяное спокойствие и презрение, а на ногах у одного из них я заметил не дешевые китайские кроссовки, а дорогие, качественные тактические ботинки иностранного производства, которые обычно носят вовсе не бандиты с большой дороги, а бойцы элитных спецподразделений. Странности начались буквально с первой минуты, как только наша колонна тронулась с места. Ведь вместо того, чтобы повернуть на широкий проспект в сторону ярко освещенного центрального управления, головная машина с мигалками резко свернула в темную глухую промзону на окраине города. Мы долго петляли по разбитым дорогам между высокими бетонными заборами и ржавыми трубами теплотрасс, и мое сердце снова начало тревожно сжиматься, потому что все это совсем не походило на стандартную законную процедуру доставки преступников. «Не дергайся, Антон. В город нам сейчас нельзя», — хрипло бросил по рации капитан Азиз, словно почувствовав мое нарастающее напряжение. «В управлении у этой мафии везде свои уши и купленные люди. Если привезем их туда официально, то уже через час примчатся дорогие адвокаты и вытащат их под залог. А нам нужно сначала расколоть их и поговорить по душам без лишних протоколов». Звучало это вроде бы логично, но когда мы въехали на территорию заброшенного овощного склада, где единственным источником света была тусклая мигающая лампочка над покосившимися воротами старого ангара, мне стало совсем не по себе. Это место больше напоминало тайное логово бандитов из дешевого боевика, чем оперативный штаб полиции. Но бойцы спецназа действовали привычно и слаженно, вытаскивая задержанных из фургона и грубо толкая их к ржавым железным дверям. Я заглушил мотор и остался сидеть в кабине, наблюдая за происходящим сверху. И чем дольше я смотрел на этих двоих пленников, тем больше пугающих несостыковок замечал мой внимательный глаз. Обычные уголовники, попав в такую жесткую переделку, обычно либо громко истерят и угрожают связями, либо наоборот скулят и молят о пощаде. Но эти двое вели себя абсолютно иначе. Тихо, собранно и пугающе достойно. Они не сутулились, не пытались вырваться, а шли с прямой спиной и высоко поднятой головой, даже получив тычок в спину. И в каждом их скупом движении сквозила такая железная, уставная армейская выправка, которую невозможно подделать или сыграть. Это были не простые наркокурьеры, и уж точно не случайные бандиты с большой дороги. Передо мной были профессионалы высочайшего класса, которые попали в плен. И когда их заводили внутрь мрачного здания, один из них на секунду обернулся и посмотрел на Азиза с такой яростной личной ненавистью, что я понял, здесь происходит что-то гораздо более сложное, чем просто арест. Минут через 10 тяжелая железная дверь ангара со скрипом приоткрылась, и ко мне быстрым шагом подошел сам капитан Азиз, жестом приглашая покинуть безопасную кабину и пройти внутрь. В огромном полумраке помещения пахло сыростью, машинным маслом и тревогой,
а единственная тусклая лампа выхватывала из темноты наспех сколоченный стол, перед которым на жестких стульях сидели мои старые знакомые. Азиз подвел меня к нетриметной боковой перегородке, где было прорезано узкое смотровое окошко, и едва слышным шепотом попросил: «Взгляни еще раз, Антон. Нам нужно твое твердое слово, что мы взяли именно тех людей. Ошибки быть не должно». Я прильнул к мутному стеклу, ожидая увидеть там сломленных, дрожащих от страха преступников, которые молят о пощаде. Но увиденная картина заставила меня в растерянности отпрянуть назад. Эти двое, несмотря на скованные за спиной руки и порванную одежду, вели себя не как пойманные с поличным бандиты, а как разъяренные начальники, которые отчитывают провинившегося подчиненного. Они не скулили, а жестким командным тоном требовали немедленно вызвать представителя военной прокуратуры и предоставить им спецсвязь для звонка в столицу. «Ты совершаешь роковую ошибку, капитан», — гремел голос старшего из них, эхом отражаясь от голых бетонных стен. «Если ты сейчас же не снимешь с нас наручники, тебя сотрут в порошок. Ты даже не представляешь, на кого ты посмел поднять руку». Азиз стоял рядом со мной, скрестив руки на груди, и лишь криво ухмылялся, но я заметил, как нервно дернулась жилка у него на шее. В этот момент задержанный, словно почувствовав чужое присутствие за зеркальным стеклом, поднял голову и выкрикнул фразу, от которой у меня внутри все похолодело. «Азиз, ты обречен! Центр уже знает про твой беспредел. Группа из Ташкента в пути, и когда они узнают, что ты тут устроил, тебе конец». Это была не пустая угроза отчаявшегося уголовника. Это было четкое предупреждение человека, который привык отдавать приказы и твердо знает, что за его спиной стоит огромная государственная машина. И именно в эту секунду настоящий липкий страх сковал мое сердце, потому что я вдруг осознал, что боюсь уже не тех, кто сидит взаперти, а того, кто стоит рядом со мной и улыбается. Капитан Азиз резко отвел меня от смотрового окна, и тяжелая дверь захлопнулась, отрезая гневные крики задержанных, после чего он с широкой, но какой-то хищной улыбкой хлопнул меня по плечу, словно старого друга. «Молодец, Антон, ты все сделал правильно. Твои слова — это бетонная плита, которой мы их придавим. Теперь они никуда не денутся», — произнес он. Но в его глазах я больше не видел того служебного напряжения, что было раньше. Там плескалось лишь холодное, самодовольное торжество победителя. Он настоятельно рекомендовал мне немедленно ехать в небольшую частную гостиницу неподалеку, чтобы отдохнуть и набраться сил перед завтрашним днем, когда нужно будет подписать итоговый протокол и, наконец-то, закрыть это дело. Я уже собирался направиться к выходу, чувствуя невероятную свинцовую усталость, как вдруг Азиз мягко, но настойчиво преградил мне путь и протянул руку ладонью вверх. «Да, и паспорт оставь мне, брат. Нужно оформить твое участие как главного свидетеля по всей форме, чтобы завтра не терять время на бюрократию. Утром заберешь, вместе с благодарностью». Это прозвучало как вежливая просьба, но цепкая хватка на моем локте была стальной. И я понимаю, что спорить сейчас бесполезно и даже опасно. С тяжелым сердцем отдал свой единственный документ, фактически становясь бесправным заложником в чужой стране. Меня вывели на улицу и посадили в дежурную машину, чтобы отвезти в отель. Но пока мы шли по темному коридору склада, я случайно услышал, как Азиз, вернувшись к своим людям, начал громко и экспрессивно говорить с кем-то по телефону на узбекском языке. Я не понимал ни слова из его быстрой речи, но человеческую интонацию спутать было невозможно. Это был не сухой строгий доклад начальству о выполненной работе и не отчет перед прокурором. Это был ликующий, возбужденный голос человека, который только что сорвал огромный куш в казино. Он громко смеялся, жадно затягиваясь сигаретой, и в этом смехе было столько зловещего и неправильного, что у меня внутри все перевернулось. Ведь честные полицейские после тяжелой операции так себя не ведут. Так радуются только бандиты, устранившие опасных конкурентов.
Гостиница, которую капитан Азиз назвал надежным убежищем для важного свидетеля, на деле оказалась убогим мотелем на окраине, где пахло сыростью и безнадежностью, а вместо профессиональной охраны был только вечно спящий администратор. Я лежал на продавленной кровати, глядя в темный потолок, и чувствовал себя загнанной в угол мышью. Ведь без паспорта я стал бесправной вещью в руках следователя, чья довольная улыбка пугала меня теперь больше, чем прямые угрозы преступников. За окном тревожно выл ветер, швыряя песок в стекло, и каждая тень казалась мне предвестником беды. Но около 3 часов ночи эту гнетущую тишину нарушил осторожный, едва слышный звук. Кто-то тихо, но настойчиво постучал в окно моего номера на 1-м этаже. Мое сердце мгновенно ушло в пятки, ведь я был уверен, что за мной пришли, чтобы убрать лишнего участника событий. Поэтому, стараясь не шуметь, я сполз с кровати и на цыпочках подошел к окну, готовый к самой жесткой развязке. Я ожидал увидеть за грязной занавеской силуэт оружия или мрачные лица людей в масках, но когда я чуть отодвинул ткань, то замер в полном изумлении. С той стороны, вжимаясь в стену, стоял не враг, а юный местный мальчишка лет 12, похожий на испуганного зверька. Его глаза были широко раскрыты от ужаса. Он судорожно оглядывался по сторонам и жестами умолял меня открыть створку. И было в его виде что-то такое искреннее и паническое, что я, повинуясь инстинкту, отбросил страх и щелкнул шпингалетом. Паренек не произнес ни слова. Он лишь молниеносным движением сунул мне в ладонь влажный комок бумаги и, приложив палец к губам, мгновенно растворился в ночной темноте, словно его и не было. Я остался стоять в душной комнате, сжимая в руке этот странный предмет, и когда дрожащими пальцами развернул смятый тетрадный лист, то прочитал фразу, написанную корявым детским почерком, от которой по моей спине пробежал ледяной холод. «Уходи немедленно. Твоя машина — это капкан». Сон как рукой сняло. И я, повинуясь животному инстинкту самосохранения, решил не ждать утра, а проверить все самому, пока город спит глубоким сном. Я бесшумно вылез через окно гостиницы и, прячась в густых тенях заборов, пробрался к заднему двору районного отдела, где по клятвенным заверениям капитана Азиза мой тягач должен был находиться под круглосуточной охраной вооруженных сотрудников. Реальность оказалась пугающей. Двор был абсолютно пуст, тяжелые ворота слегка приоткрыты, а вокруг машины царила звенящая тишина. Ни патрульных, ни часового. Только ветер скрипел старыми петлями. Моя фура стояла темным силуэтом, и я, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, подошел к ней, чтобы осмотреть боковой инструментальный ящик, который я точно запирал перед уходом. Замок был взломан, крышка слегка отходила, и когда я посветил в щель тусклым экраном телефона, то увидел среди гаечных ключей и ветоши посторонний предмет, которого там быть не могло. Это был увесистый, плотно обмотанный серым скотчем брикет, и когда я дрожащими пальцами слегка надрывал упаковку, то обнаружил внутри белое кристаллическое вещество. Меня словно ледяной водой окатило. Это было около 5 килограммов запрещенного груза, за который в этих краях можно получить пожизненный срок и никогда больше не увидеть семью. Картинка сложилась мгновенно. Пока я изображал идеального свидетеля, люди Азиза спокойно заложили в мою машину этот подарок, чтобы завтра на первом же посту меня задержали уже не как героя, а как опасного преступника, на которого можно списать все грехи. Я стоял в темноте, сжимая в руках этот страшный сверток, и понимал, что меня просто цинично использовали и теперь сливают. Но времени на панику не осталось, потому что со стороны улицы я услышал тихий шуршащий звук шин патрульной машины, которая медленно с выключенными фарами заезжала во двор прямо к моему грузовику. Я пулей нырнул в спасительную темноту под днище прицепа, буквально вжавшись щекой в промасленный асфальт, и замер, боясь даже вздохнуть, пока патрульная машина медленно, как хищная акула, проплывала мимо моего укрытия.
Из салона вышли двое сотрудников. Но они не стали охранять груз, а лишь посветили фонариком на тот самый ящик, убедились, что подброшенный сверток на месте, и один из них тихо, с ехидным смешком произнес: «Все готово. Утром на выезде его примут, и он уедет далеко и надолго. Шеф будет доволен». Эти циничные слова стали последним куском головоломки, который с оглушительным щелчком встал на свое место в моей голове. И от открывшейся правды мне стало страшнее, чем от любой прямой угрозы. Лежа в пыли, я вдруг с кристальной ясностью осознал весь масштаб ловушки, в которую угодил по собственной наивности. Капитан Азиз вовсе не боролся с наркотрафиком. Он зачищал территорию, но не от бандитов, а от тех, кто мог ему помешать. Я вспомнил того задержанного в ангаре, его стальную выправку, тактические ботинки и тот яростный, полный отчаяния крик про центр и группу из Ташкента, и меня словно молнией пронзило. Обычные уголовники так не говорят и так себя не ведут перед лицом опасности. А что, если те двое в Чайхане были вовсе не преступниками, а настоящими офицерами столичных спецслужб под прикрытием, которые приехали сюда, чтобы разоблачить коррумпированного начальника полиции, а я, полезный идиот, своими показаниями помог Азизу легально схватить их и обезвредить? Получается, я собственными руками сдал честных людей в лапы оборотня в погонах. И теперь, когда грязное дело сделано, я стал не просто ненужным, а смертельно опасным свидетелем, которого решили технично убрать со сцены, повесив клеймо наркокурьера. Патрульные, весело переговариваясь, сели обратно в машину и уехали за угол, уверенные, что мышеловка надежно захлопнулась, и двор слова погрузился в зловещую тишину. Но я понимал, что счет моей свободы пошел на минуты. У меня не было ни паспорта, ни защиты, ни денег. В кармане лежали только ключи от зажигания, и в голове созрел безумный, отчаянный план, который был моим единственным призрачным шансом вырваться из этого проклятого города. Ведь оставаться здесь означало добровольно подписать себе самый суровый приговор. Как только красные габаритные огни патрульной машины окончательно растворились в ночной мгле, я понял, что время на сомнение истекло, и началась отчаянная гонка на выживание, где на кону стояла моя жизнь. Оставлять этот проклятый сверток в инструментальном ящике было равносильно самоубийству, но и бежать пешком без документов в чужой стране было глупо, поэтому я принял единственное возможное решение – угнать свой собственный грузовик, выбросить отброшенные улики подальше от города и попытаться на полной скорости прорваться к спасительной границе. Я бесшумной тенью скользнул в кабину, стараясь не скрипнуть подножкой, но когда повернул ключ зажигания, мощный рокот дизельного двигателя разорвал тишину спящего двора, словно гром среди ясного неба. И я понял, что пути назад теперь отрезаны навсегда. Тяжелая машина, повинуясь моей руке, рванула с места, сбивая массивным бампером хлипкий засов на воротах, и я вылетел на темные пустынные улицы, чувствуя, как сердце колотится в ритме безумного барабана. Отъехав всего на пару кварталов, я резко притормозил у глубокого бетонного арка и с мстительным наслаждением швырнул туда злополучный пакет с белым порошком, наблюдая, как он исчезает в мутной воде, и только после этого вдавил педаль газа в пол, направляя нос тягача в сторону Казахстана. До нейтральной полосы оставалось около 50 километров, и мне предстояло преодолеть их без паспорта, фактически вне закона, отчетливо понимая, что капитан Азиз уже наверняка обнаружил пропажу и поднял по тревоге весь свой гарнизон. Я летел по разбитому асфальту, выжимая из старого мотора все, на что он был способен, а в голове билась одна мысль — успеть до того, как перекроют трассу. Ведь если меня перехватят сейчас, то слушать оправдания никто не станет. В зеркалах заднего вида пока было темно, но я физически ощущал, как за спиной сгущаются тучи, и внезапно салон озарила яркая вспышка. На сиденье завибрировал телефон, и на экране высветилось имя, от которого кровь застыла в жилах. На экране телефона пульсировало имя капитана Азиз. И я, понимая, что играть в прятки больше нет смысла, нажал на кнопку ответа, включив громкую связь, чтобы не отрывать рук от пляшущего руля.
Салон мгновенно наполнился его голосом, в котором больше не было ни капли былого дружелюбия или участия. Теперь там звучала только холодная, звенящая ярость хищника, упустившего добычу. «Остановись немедленно, идиот! Ты даже не представляешь, что творишь! Мы же обо всем договорились! Вернись по-хорошему!» Я нервно рассмеялся, чувствуя, как адреналин стучит в висках, и крикнул в ответ, что нашел его сюрприз в инструментальном ящике и уже отправил его на дно грязного арыка. После чего с мстительным наслаждением сбросил вызов. В ту же секунду зеркала заднего вида озарились тревожными всполохами синих и красных маячков. Погоня началась всерьез, и теперь за мной гналась целая вереница официальных патрульных машин, которые имели полное законное право применить любые средства для остановки беглеца. По местной радиоволне, которую я забыл выключить в суматохе, сухой голос диктора уже зачитывал срочную ориентировку на мой тягач. Вооружен и особо опасен. Совершил дерзкий побег с места проведения следственных действий. При задержании действовать максимально жестко. Это был настоящий капкан. Ведь теперь для всего мира я стал обезумевшим наркокурьером, и никто не стал бы слушать мои оправдания на обочине ночной трассы. До спасительной границы оставалось всего 50 километров, но для тяжелой груженной фуры это целая вечность, а юркие полицейские седаны стремительно сокращали дистанцию, готовясь взять меня в плотную коробочку и выдавить с дороги. Я выжимал из старого мотора последние силы. Стрелка спидометра дрожала в красной зоне, но внезапно впереди, там, где должна была быть свобода, я увидел сплошную стену из ярких мигалок. Трассу полностью перекрыли тяжелой бронетехникой и вооруженными людьми. Я ударил по тормозам, и многотонная фура, визжа покрышками, замерла буквально в метре от тяжелого бронетранспортера, наглухо перегородившего путь к свободе. Я поднял руки, ожидая удара приклада или чего похуже, ведь был абсолютно уверен, что это люди Азиза приехали вершить свой скорый суд. Но дверь кабины с грохотом распахнулась, и крепкие бойцы в черных масках буквально выдернули меня наружу, словно я весил не больше пушинки. Меня жестко прижали лицом к горячему капоту патрульной машины, но вместо ожидаемых ударов я вдруг услышал спокойный, властный голос, который прозвучал как гром среди ясного неба. «Отставить, он чист, поднимите его!» Я с трудом открыл глаза, пытаясь сфокусировать взгляд, и увидел перед собой не бандитскую ухмылку капитана Азиза, а строгого мужчину в дорогом гражданском костюме, который держал в руках удостоверение полковника службы национальной безопасности из столицы. Он внимательно посмотрел на меня, словно изучал редкое насекомое, и сунул мне под нос планшет с фотографией тех двоих мужчин, которых я так гордо помог задержать вчера вечером в Чайхане. «Ты узнаешь их, водитель?» — спросил он ледяным тоном, и я, глотая пыль и заикаясь, кивнул, все еще не понимая сути происходящего. И тут полковник произнес слова, от которых земля буквально ушла у меня из-под ног, а весь мир перевернулся с ног на голову. «Поздравляю, ты стал идеальным слепым орудием в грязных руках», — с нескрываемой горечью сказал он. «Те двое в Чайхане были вовсе не преступниками, а нашими лучшими офицерами под прикрытием, которые полгода готовили сложнейшую операцию по захвату наркокартеля, возглавляемого твоим другом капитаном Азизом». Меня затрясло от ужаса. Оказалось, что хитрый оборотень в погонах цинично использовал мою наивность и честность, чтобы абсолютно легально, руками полиции, устранить федеральных агентов, которые подобрались к нему слишком близко. И я своими показаниями фактически выписал им билет в один конец. Ты думал, что помогаешь закону, а на деле помог мафии убрать опасных свидетелей. Добил меня полковник, глядя мне прямо в душу. Но у тебя есть один шанс искупить вину, потому что прямо сейчас Азиз празднует победу в своем кабинете, не зная, что мы здесь, и ты поможешь нам захлопнуть этот капкан навсегда. Этой же ночью я снова оказался у ворот того самого районного отдела, но теперь не как наивный проситель,
а как безмолвный зритель грандиозного и страшного финала. Спецназ из столицы сработал четко и жестко, без лишних разговоров выбив двери и уложив лицом в пол всех, кто находился внутри, включая самого капитана Азиза, который еще минуту назад считал себя полноправным королем этой степи. Я видел, как его выводили в наручниках, растерянного, помятого, с бегающими глазами, и когда наши взгляды на секунду встретились, он вдруг все понял. Но в его глазах я не увидел ни капли раскаяния, только холодную злобу проигравшего игрока. Справедливость формально восторжествовала, но вкус у нее был горький, как степная полынь. Ведь полковник, возвращая мне паспорт и снимая все обвинения, тихо сказал то, что я буду помнить до конца своих дней. Те двое офицеров, которых я так уверенно опознал и сдал, уже никогда не вернутся домой. Азиз, получив мой протокол как карт-бланш, успел замести следы в том ангаре еще до приезда столичной группы. Получается, что мое искреннее желание поступить по совести и помочь закону стало для настоящих героев фатальным приговором. И эта мысль давила на плечи тяжелее любого многотонного груза. Я возвращался домой по той же бесконечной трассе, слушая привычный монотонный гул мотора. Но теперь бескрайняя степь казалась мне не просто пустой, а зловеще молчаливой, хранящей тысячи таких темных тайн, в которые лучше никогда не заглядывать. Я добрался до родного города, обнял жену и детей, но даже сейчас, спустя время, в уютном тепле своего дома я часто просыпаюсь по ночам в холодном поту, потому что мне снится тот старый белый седан и пронзительный взгляд человека, которого я невольно погубил своим честным словом. Эта история на всю жизнь научила меня главному и очень жестокому правилу, которое не напишут ни в одном учебнике. В играх больших хищников мы всего лишь расходный материал. И иногда, видя чужую беду на глухой дороге, самое правильное и безопасное решение – это не жать на тормоз, а крепче вцепиться в руль и просто проехать мимо, оставив темноту разбираться с самой собой.